Здравствуйте, подписчики и новые слушатели. Это канал о мистике из реальной жизни. Истории присланы подписчиками и найдены на просторах интернета. У многих авторов жанра о мистике озвученные истории тоже взяты из интернета и, естественно, могут дублироваться на других каналах, неосознанно и случайно. Никто из авторов этого жанра не мониторит друг друга на повторе историй. Все источники озвучиваются в видео. Хочу предупредить о том, что скорость звуковой дорожки увеличена. На это есть веская причина. Кому не хватает интонации и расстановок, может в настройках поменять скорость воспроизведения. Это для тех, кому кажется, что я озвучиваю тоном, которым ругаются учителя. Напоминаю о просьбе смотреть каналы российских авторов через VPN, иначе YouTube оплачивать за их труд не будет. Часовой ролик требует работы около 4 часов. Я думаю, что это заслуживает благодарности. А также просьба ставить лайки и грозные дизлайки, на которые вы потратите меньше секунды вашего времени. Итак, let's go! Пеший поход на Южный Урал. Автор Рибл Майк. Источник сайт Fostor.ru. Летом 2021-го я и 2 моих товарища отправились в поход на Южный Урал. Территория доступна для посещения, несмотря на статус национального заповедника. К слову, место очень даже популярное. Прибыв в районе 7-8 утра к месту старта, пройдя процедуру регистрации, заплатив за парковку и попив чайку, мы выдвинулись по заранее спланированному маршруту. Хочется заметить, что мы, несмотря на то, что было довольно-таки тяжело с физической точки зрения, посетили все намеченные точки. За 3 полных дня пешего хода мы увидели очень много действительно удивительных и красивых мест. Природа Южного Урала в сочетании с горной местностью Уральского хребта оставляет очень приятные и красочные впечатления. В последнюю ночевку нам предстояло посетить главную вершину нашего маршрута. Гора невысокая, всего 1200 метров. Подъем простой, от подножья до самого верха курумник, но вид с нее открывается просто сказочный. Идея была такая: встать в 4 утра и подняться к рассвету, чтобы лицезреть начало нового дня из первого ряда. Вечером перед сном за ужином мы позволили себе раздавить 0,5 коньяка на троих, который заботливо перли с собой 2 суток. Всех, конечно, нехило так расслабило, после 2 дней непрерывного хода с рюкзаками. Итог оказался непредсказуем. Время 3:30 утра, звонит будильник. И тут мой товарищ, назовем его С, говорит, что так как он стер ноги, он действительно их серьезно так затер, то он не будет восходить. Второй мой товарищ, видимо из-за накопившейся усталости и коньяка, который мы приговорили перед сном, тоже отказался. Я же не стал отказываться от намеченного плана и сказал, что пойду один. Вооружившись 2 фонариками, налобным и ручным, телефоном, фото-видео и бутылкой воды, пошел смотреть рассвет. Поднявшись, я сделал очень много фотографий и видео, и где-то в районе 7:00 начал спуск. Телефон к этому времени сел, так как заряжали мы их через пауэрбанки, и к 3-му дню они подсели. После подножия идет густой лес с тропинкой. Она не особо протоптана, но ее видно. Идти по этому лесу около часа, там что-то около 3-4 километров, не больше, до лагеря. И вот иду я такой весь преисполненный чувством выполненного долга, с классным настроением, с кучей крутых фоток в телефоне. Чирикают птички. Погода просто супер, не жарко, не холодно. Приятное летнее утро. И вдруг с правой стороны от себя, метрах 20 от тропинки, в лесу замечаю нечто, которое сидит ко мне спиной как бы на корточках. Вместе с внезапно возникшим чувством страха я начинаю гонять в голове множество мыслей. Первое из них, конечно, было, на какое дерево мне залезть. Ну и кто это вообще? Медведь точно нет. Волк тоже нет. Гиена? Похоже, но я же не в Африке, а на Южном Урале. Все эти размышления происходили у меня в голове считанные секунды. В момент это нечто меня унюхало или услышало. Я просто сел на корточки и замер, готовясь к рывку, чтобы залезть на выбранное мной дерево. Когда это нечто повернулось в мою сторону, я забыл про дерево. Как стало по-настоящему страшно. Страх меня просто сковал. Морда у этой твари напоминала чем-то морду летучей мыши.
Тварь эта встала на задние лапы, вытянулась в дугу, задрала голову и начала нюхать воздух. Глаза были огромные и просто черные. Рост точно не могу сказать, но явно выше среднестатистического. Постояв так секунд 20, может, эта тварина с каким-то утробным хищным звуком рванула уже на 4 лапах в глубину леса, ломая ветки. Оставшееся расстояние до лагеря я тупо бежал со всех ног. Прибежав в лагерь, увидел, как в палатке мирно спали мои товарищи. Что, кстати, хорошо. У меня было время успокоиться. Я им так ничего и не стал рассказывать. Что за тварь я встретил, не знаю, но на канале Animal Planet таких точно нет. Паспорт. Автор К.В. Милв. Во времена распада Советского Союза и обретения независимости нашей страной население меняло паспорта, и старые нужно было возвращать. Моя мама, тогда еще молодая и незамужняя, за особой ненадобностью этот паспорт где-то потеряла у себя в квартире. Вроде лежал на полке с другими документами. А его нет, и все. Посмотрела во всех возможных ящиках, сумках, карманах. Нет нигде. Тогда ее соседка тетя Ира предложила: «А давай спросим, погадаем на блюдечке». Мама относилась к подобным вещам крайне скептически. И, наверное, отчасти из-за этого после уговоров согласилась. «Ну что теряю? Спросим, авось найдем». Ну и начали они свой ритуал, нарисовали алфавит и полукругом на листе бумаги. Зажгли обычную свечу и положили блюдце. Никому не взывали, просто подождали какое-то время и задали вопрос, где искать паспорт. И ответ пришел. Гласил он под диваном. Никакого страха ни у мамы, ни у соседки не было. Вот что значит не верить. А любопытство как раз уже разыгралось. Затушили свечу, отодвинули диван и нашли паспорт. Только вот паспорт этот был от пылесоса. Ощущения были двоякие. Вроде и страшновато стало, ведь спросили про паспорт и ответ дали, а мы нашли. С другой стороны, нашли совсем не то, что искали. Но и они, в свою очередь, не уточняли, какой именно им нужен паспорт. Потом попробовали спрашивать еще. Но, видимо, лимит вопросов был исчерпан. Получалась какая-то ерунда, а не слова. В итоге паспорт все-таки нашелся спустя несколько дней. Он завалился за ящик в комоде. Предугадывая вопросы о том, происходило ли что-то потом в квартире, ответ – сразу нет. Вообще, эта девятиэтажка, в которой мы жили, сама по себе была местом неприятным. И если там и происходили мистические явления, то, скорее всего, они возникали не в связи с этим гаданием. Я уже изложила ранее одну историю про этот дом и какие там происходили события. Если кратко его описать, то в нем жили наркоманы, пьяницы и были случаи суицида. Наша квартира была на 9 этаже, и почему-то периодически дверь на крышу была в открытом доступе. Так вот, не раз наши соседи сгоняли молодых особ и парней, идущих на крышу, по причине неразделенной любви или еще каких-то событий. К слову, из этого дома мы переехали, и на самом деле вспоминать временами, проведенные там, было не очень приятно. Мама после нескольких лет проживания в этом доме перестала быть скептичной и, рассказывая мне этот случай, строго запретила проделывать подобные вещи. Имеется в виду с блюдцем или чем-то подобным, ведь неизвестно, кого подцепить можно. Папин крестик. Автор Натли. Несколько лет назад у меня умер папа. Случилось все быстро. Буквально за 2 месяца его не стало. Онкология в 4-й стадии. Мой папа родился в маленькой сибирской деревне. Так получилось, что я не видела Сибирь, и о его семье знаю только по редким папиным рассказам. Надо сказать, что папа мой был откровенным безбожником, прямо ярым, хоть вроде и вырос в деревушке. Говорить ему что-то на тему веры было бесполезно. Все было привито в детстве. По национальности он белорус. Мама моя всегда удивлялась, почему он так яро отрицает Бога. И вот папа лежит в больнице, ему сделали операцию, просто чтобы облегчить состояние. При больнице есть молитвенная комната. Приходил батюшка и к папе, надел на него крестик, простенький, алюминиевый. Я батюшку не видела, сосед по палате сказал. Один день, когда у папы уже начало уходить сознание, я нашла этот крестик на полу в палате. Человек теряет рассудок. И сдернул. Все может быть. Хотя до этого несколько дней крестик был на нем надет. Я подняла и повесила ему на кровать, на спинку. Когда папы не стало, я вещи и крестик принесла домой.
Нам сделали красивый большой папин портрет в похоронном бюро. И вот мама просто взяла и повесила крестик на этот портрет. И причем так он висел, что сам крестик был на уровне папиного глаза. Прошло какое-то время. Я стала протирать пыль у портрета. И мы видим, что половина крестика валяется на столе, как будто его лезвием срезали. Половина висит прямо перед глазом на шнурке, как будто взгляд перерезал его. Крестик я склеила аккуратно и убрала. Но само событие не идет из головы. Леха и черт в гусе. Автор Л. Гусь. Мы с братом Лешкой в детстве часто жили в деревне у бабушки. У нее была особенность. Она всегда крестила рот, когда зевала, и тарелку с едой перед обедом, и нас пыталась заставить делать то же самое. Говорила, мол, иначе черт в рот заскочит. Мы себя считали умными, крутыми мужиками, и на бабушкины уверения не велись. Однажды какой-то мрачный деревенский дед принес бабушке своей гусятины за то, что она одалживала ему ручной трактор. Бабушка отказываться не стала, но нам строго наказала перекрестить мясо в тарелке. Я вспомнил темное недоброе лицо детка и от греха решил ее послушаться. Но Леха, как обычно, решил, что он выше этого. Обманул бабушку, сказал, что перекрестил, пока она хлеб на кухонном столе нарезала. Вечером пошли с брательником на озеро купаться. Кругом красота, солнышко закатывается, сверчки трещат. С плаванием у нас проблем не было, и озеро мы знали хорошо. Вот мы с ним, как обычно, резвимся, и вдруг брательник под воду уходит. Всплывает с обалдевшими глазами, барахтается, орет и опять под воду. Пришлось его срочно хватать и на берег тащить. На берегу сели, я подождал, когда он хоть немного в себя придет, спрашивая: «Ты чё вообще, ногу что ли свело?» Говорит: «Да непонятно, словно потянуло вниз. До этого несколько лет плавал, как жучка, а тут вдруг будто разучился. Ну что делать? Вытерлись и пошли домой, коли такие дела». На следующий день мы созвали ученую комиссию в лице деревенской ребятни. Первым подозреваемым в Лехиных злоключениях была русалка. Но вот штука, в том озере такой шушеры никогда не замечали. Замечали в другом, через 5 километров, где алкоголичка утонула. Но вот не в этом. Так что однозначного ответа у нас не появилось. Легли в тот день спать. Я до утра проспал как сурок. А с братом вот что с его слов было. Просыпается среди ночи. Посмотрел немного в темноту. Закрыл снова глаза. Заснуть быстро не удалось. Открывает снова. А над ним такая волосатая харя висит, что можно на месте от такого вида ежа родить. Брат зажмурил глаза и лежит ни жив, ни мертв. Открыл еще через несколько минут на свой страх. Нет харя. От страха пошел на кухню. И до утра там под лампочкой сидел. Тут Лешку проняло, и он вспомнил страшноватого деда с гусем. На следующий день снова принялись это обсуждать с деревенскими другунами. Одна мелкая девчушка у нас была из религиозной семьи и рассказала, как ее мамаша от нечисти отвязалась. Купила иконку Николая Угодника и 7 дней каждое утро перед ней своими словами молилась. Братцу после волосатой морды было уже не до смеха, так что мы с ним потопали в церковь за 7 километров. Там наших с ним накоплений хватило на маленькую бумажную иконку. И следующую неделю он каждым утром о чем-то там икону просил, тщательно скрываясь от бабушки во избежание подрыва своего сурового непоколебимого авторитета. И вроде больше ничего такого не было. Стрёмный дед больше к нам не заходил, поводов не было. И хоть с едой у нас все по-прежнему осталось, но Леху проняло так, что креститься он стал каждый раз, как шел по улице, мимо дома этого деда. Квартиранты. Автор Эльче. Здравствуйте. Расскажу вам сегодня одну историю. Этот рассказ в какой-то степени продолжение истории моей семьи. И кто знает, может, кому-то он поможет разобраться в подобных ситуациях. Прежде чем начать, хочу познакомить вас с действующими лицами и непосредственными участниками данного действа, чтобы облегчить восприятие моего рассказа. Имена не изменены, не вижу в этом смысла. Начну с мамы. Ее зовут Марина. Женщина преклонного возраста, с непревзойденной самоиронией и с неиссякаемым чувством юмора. Далее по списку Нина, старшая сестра моей матери. Татьяна – родственница Нины по покойному мужу. Про нее стоит рассказать отдельно. Женщина она очень интересная. Когда-то давно, после цепочки не очень приятных обстоятельств, Таня вдруг обнаружила в себе одну удивительную особенность.
Она стала видеть умерших людей. Эти умершие приходят к ней за помощью, если можно так сказать. Таня избавляет родственников покойных от лярв и иных сущностей и духов. Иными словами, покойники просят Татьяну помочь своим живым родственникам, избавиться от различных потусторонних существ. И, наконец, моя давно умершая бабушка Катя. Не удивляйтесь, собственно, родительница двух этих экзальтированных женщин, моей матери и Нинки. Небольшое отступление. Я давно уже живу в другом городе. Дома остались родители с котом. Младший брат и дочка живут отдельно. Как-то был период, когда моя дочь училась в 11 классе. Она часто говорила мне о том, что дома, помимо деда с бабушкой и кота, есть кто-то еще. Ей начали сниться кошмары. Если быть честной, я и сама не единожды ощущала присутствие чего-то или кого-то в родительской квартире. Но не придавала этому значения, поскольку к таким вещам я человек, давно привыкший. Да и у моей покойной бабушки была довольно сильная энергетика. Мне казалось, что это она. Я больше беспокоилась за дочь, раньше за ней такой чувствительности ко всему аномальному не наблюдалось. Но я списывала все на предстоящий ЕГЭ. Оказалось, зря. Первые дни после новогодних праздников, поздний вечер, я дома. Дочка научила бабушку пользоваться голосовыми на WhatsApp, поэтому телефон теряет сознание от смс-ок. Я не обращаю на него никакого внимания. Он от досады начинает звонить. «Мама». «Привет, ты когда приедешь?» «Я». «На Аленкин день рождения, мама». «Ну хорошо, приедешь, я тебе страшилку расскажу». И кладет трубку. На все мои расспросы упорно делает вид, что разучилась пользоваться телефоном. Думаю, ладно, молодец. Таким образом ты меня на приезд домой еще не разводила. Приеду раньше. Приезжаю, встречает меня загадочным видом. Но я помню о ее чувстве юмора и прежних безумных затеях. Поэтому заранее разочарована и не обращаю внимания на всю ее загадочность. Жду прикола вроде «Ой, пойдем спать, завтра очень тяжелый день». Почему? Ну как? Опять вся семья в сборе. И шуток по поводу повышения цен или соседей-алкашей. Но вместо этого слышу от нее очень интересную историю. «Ты помнишь Таньку?» Мама садится за стол напротив меня. «Не очень, говорю». «Попей таблетки. Даже я еще помню». Ворчит мама в своей манере и продолжает. После Нового года звонит мне Нинка. Издалека так начинает. «Марин, привет, как дела? Как самочувствие?» А я ей. «Че тебе надо? Мне 60 лет, какое у меня может быть самочувствие? У меня и так давление, все болит, а ты еще тут звонишь мне. А почему ты спрашиваешь вообще?» А Нинка и говорит. «Татьяна мне звонила, спрашивала, как у тебя дела. К ней наша мать-покойница приходила. В смысле приходила? И что сказала?» Перебиваю я. «Вот так», отвечает мама. «Татьяна говорит, что покойники к ней приходят, помочь просят. И повадились к ней ходить. И наша бабушка Катя тоже. Умершие не разговаривают, но Татьяна каким-то образом их понимает. Таня спросила умершей. «Ты к кому, к Нине?» Покойная отрицательно покачала головой. «Нет». «К Марине?» Та молчит, голову вниз опустила. Таня сразу Нинке позвонила. «Да мне, узнать, как у меня дела». А я у нее и спрашиваю. «Мать за мной приходила или ко мне?» Нинка говорит: «Не за тобой, дура. Зачем ты ей там нужна? К тебе наша покойная мать Таньку ведет. Что это нехорошее у тебя в доме творится?» «Ну, я немного попереживала и забыла», продолжает мама. «А через 2 дня иду с магазина. Звонит Нинка и сходу. Ты дома?» «Дома», говорю. «Ну, жди, мы с Таней к тебе скоро приедем». И положила трубку. Приехали. Таня в комнату прошла, села в кресло. Мы с Нинкой на диване. И вдруг Таня говорит. «А вы знаете, я ведь к вам не одна пришла. Со мной ваша покойная мама. Вон она в коридоре стоит». Мы с Нинкой молчим. Страшно стало. А Таня продолжает. «Она ко мне не один раз приходила. Все Марин к тебе зовет. А сегодня вот пришла и ущипнула меня так, что я от боли чуть не закричала. И поняла, что у тебя в квартире совсем беда. Ехать надо». Я сразу Нинке позвонила. Я опять перебиваю. «И что, спрашиваю, духов выгоняли?» Мама мне серьезно. «Да, выгнали 3. 3 жили, представляешь? Каким образом, спрашиваю?» Мы сначала просто сидели, разговаривали. А потом вдруг Татьяна часто-часто зевать начала. И говорит: «Все, появились». И пошла по квартире. Начала с прихожей. Там, кроме покойной бабушки, чисто никого.
Далее туалет, ванная, кухня, никого. Пошла в нашу с дедом комнату, выходит оттуда и говорит: «А кто такая тетя Маша? Вы ее знаете?» Вот тут уже стало жутко мне. Маша – это родная сестра покойной бабушки, тетка моей матери и Нинки. Умерла 5 лет назад, и звали мы все ее именно так – тетя Маша. «Это наша тетя Маша?» – спрашиваю. «А кто же?» – отвечает мама. «Мы с Нинкой за корвалолом, а Татьяна в другую комнату пошла». «А там кто был?» – спрашиваю я. «Мужик какой-то. Кто именно, не знаем. Танька его не узнала. Не из нашей родни. Он жил в комнате брата. Таня пошла в третью. Мы с Нинкой сидим. Жутко, страшно. В сторону коридора смотреть еще страшнее. А Таня по комнате ходит и во все углы заглядывает. Вдруг остановилась и говорит: «Здесь тоже кто-то есть». И пошла открывать дверцы шкафов. Возле последней дверцы остановилась. Открыла ее и заулыбалась. «О, вот она сидит тут». Они, когда меня видят, прятаться начинают. Думают, что я их не найду. Женщина какая-то, не знаю ее. Продолжая улыбаться, комментировала свои действия Таня. «А как она их выгоняла-то?» – спрашивая у матери. «Молитвами какими-то, что-то читала. Потом еще раз прошла по квартире, прошла в коридор и говорит оттуда: «Все, мама ваша ушла. Чисто в квартире, убрала всех». Мы с Нинкой сидели как загипнотизированные. Жуть взяла такая, что не передать. Я говорю: «Тань, а как ты вообще про них узнаешь-то?» Таня отвечает: «Ко мне приходят покойники. Я понимаю, что просят помощи. Я иду в дома и квартиры, где они жили, и вывожу оттуда иногда несколько вот таких вот существ. Вы даже не представляете, сколько их. Почти в каждой квартире, в каждом доме. Лярвы не лярвы, духи не духи. Бог знает, кто они такие. Ведь та в вашей комнате, что теткой вашей себя показала, это не тетка ваша была. Они хитрые, думают, что если я их узнаю в том образе, который мне был знаком при жизни, я их не трону. Ошибаются. Я умею их отличать от обычных покойников. Я у нее спрашиваю», — говорит мама: «Тань, а много к тебе умерших приходит?» «Много», — говорит. «Но вся беда в том, что помочь я могу только тем покойных, которых я знаю. А ведь идут и те, кого не знаю. Я не знаю, как помочь их семьям. Я просто не знаю, где они живут. А сейчас их просто толпы. Святки гадают все, кому не лень. Возомнили себя магами и чернокнижниками. Вот и цепляют на себя хрен пойми кого. А как вообще они цепляются? И к кому именно? Да к кому угодно. Вот Нинка, например, сестра твоя бестолковая. Недавно одного за собой чуть не привела. Иду домой с работы, а она навстречу мне, и за ней мужик. Спрашиваю, где была? Она говорит, к соседке ходила. У нее муж на днях умер. Посидели с ней, поговорили. А я ей говорю: «Ну, поздравляю. Чего вон он за тобой идет?» Нинка смущенно кивает головой. «А недавно, — продолжала Таня, — у Андрея были. Андрей – это мой двоюродный брат, младший сын Нины. Его жене кошмары часто по ночам снятся. Рассказывала, что проснулась как-то раз, а возле окна за занавеской стоит мальчишка в кепке. Вот у них тоже квартиру почистила. А как сделать так, чтобы они не цеплялись? Как их с собой домой не привезти? Да почти никак. Редко кому удается контролировать свои эмоции. Гнев, страх, ненависть, общение с негативными людьми – все это способствует тому, что к нам, к любому из нас, могут прицепиться. А чтоб домой не привезти, носите с собой кору березы. И дома возле входа ее положите. Квартиру можете осветить, но это не поможет. Они не боятся, не уходят после освящения. А я-то думаю, что это мы живем вдвоем с дедом, а по счетчику плачу как будто за 7, пытается пошутить моя мама. Но, заметив укоризненный взгляд старшей сестры, пытается исправить ситуацию. «Танька, ты скоро озолотеешь с таким даром-то?» «Да нельзя брать деньги», — говорит Татьяна. «Подношение могу взять, шоколадку, яблоко. Вы оставляете, а я сама должна взять продукты со стола». Постскриптум. Честно сказать, я осталась под большим впечатлением. Мне пока нужно время, чтобы все это принять, переосмыслить и понять, что с этим делать дальше. Но одно могу сказать точно. В квартире стало как-то светлее, что ли, и дышать легче. И кот перестал говорить человеческим голосом. Но про кота это уже совсем другая история. Источник — сайт Foster.ru. Подборка странных историй с сайта Reddit. На Reddit время от времени поднимают тему странных необъяснимых событий.
с которыми местные пользователи сталкивались. Вот небольшая порция свежатинки. Меня послали в Ирак, и там мы жили в бывшей тюрьме в Багдаде. По ночам мы слышали и видели странные вещи. На нашей базе в то время были только взрослые солдаты, но мы иногда слышали детские голоса, доносившиеся из глубины тюрьмы. Когда мы зашли глубже внутрь, чтобы проверить, что же там происходит, то нашли там лишь пустую комнату с обрушившейся крышей. Детей там не было, но мы нашли детские книжки, игрушки и одежду. Все выглядело так, как будто бы к этим вещам уже долгое время никто не притрагивался. Наша база располагалась там еще год после этого, и мы время от времени продолжали слышать детские голоса. У меня несколько раз был один и тот же кошмар. Мне снился абсолютно черный паразит, высасывающий из меня жизнь. Мне иногда казалось, что он ждет в темных углах, пока я не лягу спать. В то время мои кошки спали со мной на кровати. У меня начала чесаться грудь, в том месте, где во сне ко мне присасывался этот паразит. Мне стало хуже, и в груди в какой-то момент я нащупал узел величиной с горошину. Я пошел к врачу, и выяснилось, что у меня, у 28-летнего мужика, рак груди. После лечения кошмары ко мне больше не возвращались. И что интересно, кошки перестали спать со мной на кровати. Мне кажется, что они меня защищали от опасности. В старших классах мы с другом часто возвращались домой по старой дороге через поля. Иногда садились на холме напротив старого кирпичного дома. Со стороны дороги у дома было 2 ряда окон по 6 штук в каждом. Как-то вечером мы сидели на том холме и наблюдали за закатом, когда в одном из окон вдруг загорелся свет. Он тут же погас, но загорелся в совершенно другом окне. И снова погас. И так далее, все быстрее и быстрее. Свет загорался и потухал, каждый раз в новом окне. Было бы невозможно бегать по дому с такой скоростью, даже для человека, у которого есть доступ сразу к нескольким выключателям. Примерно через минуту вспышки прекратились. Мы с другом видели это оба. Потом мы часто об этом разговаривали. Единственный правдоподобный вариант – у хозяина была какая-то автоматическая система освещения, и он над нами прикалывался. Больше я это ничем объяснить не могу. Топовый комментарий. У меня появилась цель в жизни купить большой жуткий дом и выставить свет на таймер, только для того, чтобы пугать проходящих мимо детей. Как только начался карантин, я нашла в своем почтовом ящике посылку с моим именем и моим адресом. В посылке была только одна розовая конфета – Starbucks. Больше абсолютно ничего. В качестве обратного адреса был указан адрес пустого офисного здания на другом конце страны. Топовый комментарий. По-моему, кто-то из друзей очень изящно тебя разыграл. Теперь ты будешь думать об этом всю жизнь. Я ночевал сам в одноместной палатке. В палатке было уютно, и я быстро уснул. Проснулся от того, что будто бы услышал гром. Было около 3 часов ночи. Я увидел, что оба входа в палатку широко раскрыты, хотя перед сном я их точно закрывал. Это было очень стрёмно. Комментарий. Наверное, еноты. Я сам видел, как еноты открывают палатки. Не очень криповая история, скорее странная. Ребенком я часто тусовался после школы дома у друга. Был солнечный день. Мы гуляли сначала возле его дома, потом пошли в лес, который был рядом. Нас было 3. Я, он и его младший брат. В лесу рядом с дорожкой мы нашли красные ягоды, которые кто-то разложил таким образом, что получилось 3 человеческих фигуры. Это было странным, потому что нас тоже было 3. Мы побежали домой, затем решили вернуться, чтобы посмотреть еще раз. Брат моего друга остался дома, а мы пошли в лес вдвоем. И нашли на том же месте 2 фигурки из ягод. Мой друг разворошил ягоды ногой, и мы быстро понеслись обратно домой. Без понятия, что это было. Комментарий. Еноты. Это точно были еноты. У меня как-то был очень реалистичный сон, и через несколько дней он сбылся прямо 1 к 1. Я уверена на 200%, потому что я свои сны часто записываю. Я 2 раза просыпалась в ванной, в одно и то же время примерно в 5:45 утра. Между первым и вторым разом прошло примерно 10 лет. Я была голой, лежала в холодной воде. Я не могу вспомнить, как я туда попала,
только какие-то невнятные фрагменты. Ни наркотиков, ни алкоголя я не принимала. Хуже всего был страх. Когда я проснулась, я почувствовала неописуемый животный ужас, который владел мной несколько часов. Меня трясло, я не могла ничего с этим поделать. До сих пор мурашки по коже, когда об этом вспоминаю. Мы с моей бабушкой как-то видели мертвого человека у нее в доме. У нее есть комната рядом с кухней, в которой стоит стиральная машина. И как-то после обеда ей что-то там понадобилось. Мне было 6 или 7 лет. Я шла за ней по маленькому коридору, который соединяет прачечную с кухней. И буквально на миг и я, и она увидели черного человека, который лежал рядом со стиральной машиной. Не африканец, а прямо черный, как будто покрытый чем-то. И он был моего роста, как ребенок. И тут же исчез. Я помню, что бабушка нервно засмеялась и спросила меня, видела ли я то же самое. Она взяла то, зачем мы пришли, и дальше занималась своими делами. А я после этого долгое время избегал кухни. А еще в этом доме мне снились жутчайшие кошмары. Они были настолько стрёмными и жесткими, что меня в какой-то момент даже водили к врачу на обследование. Я не верю в призраков, но это действительно было странно. Встреча с соседкой. Автор Юлия Ножка. Вспомнила одну из мистических историй, что происходили со мной в жизни, и решила с вами поделиться. Живу в одной европейской стране. Изредка приезжаю навестить своих родителей, встретиться с друзьями и повидать родных и близких мне людей. Один из таких приездов был в 2015 году. И вот однажды иду я по тропинке во дворе, что пролегает вдоль длинного многоэтажного дома, где проходила моя юность. Навстречу мне идет соседка Илона. Наша общая знакомая, подруга моего брата. В подростковом возрасте они все дружили своей возрастной компанией, старше меня и моих друзей. Идет навстречу мне и издалека пристально и даже как-то нагло в упор на меня смотрит. Мы поравнялись на дорожке, поздоровались и разошлись. Время было послеобеденное. День. Погода солнечная. Для себя я отметила, что она повзрослела. Отлично выглядит, ухоженная, хорошо одета. Значит, в жизни у нее все хорошо. Хотя до этого я жизнью ее и не интересовалась. Забыла о ней даже. Одна отличительная черта, по которой я ни с кем другим ее перепутать не могла, это родимое сиреневое пятно на ее носу. Крыло носа. В один из вечеров разговаривали мы с моим братом. «О, я пару дней назад твою подружку Илонку видела», — говорю я ему. Он на меня как-то странно испуганно посмотрел. «Нет, этого не может быть, ты перепутала», — ответил он мне. «Почему не может быть?» — удивленно спросила я. «Так она же умерла еще в 2008 году». У меня сразу посыпались вопросы. Как? Почему? От суррогатного алкоголя на какой-то даче с каким-то мужиком. И все, дальше эту тему мы с ним не развивали. Показалось, так показалось. Не хотела пугать его. Но мне не показалось, я уверена в этом, это была она. Потом я ходила там во дворе еще много раз, но Илону эту я больше не встречала. Мало ли, может, появилась там живая копия человека, ее клон. Но нет. А к другим встречающимся мне на дороге старым знакомым я стала относиться с опаской. Там кто-то есть. Автор Мимо Рано Нубит. Источник сайт Фостор.ру. Как-то раз я уже делилась на этом сайте парочкой историй об одном жутком доме, в котором проживают дед с бабушкой моего мужа. Пришло время в силу обстоятельств поделиться еще одним странным случаем. Дело было на прошлой неделе. Мы с моим мужем решили навестить деда и бабушку и в придачу взять с собой 2 младших брата моего мужа. Одному 17 лет, другому 5. Доехали мы до назначенного места, поболтали, обсудили новости за ужином и решили перебраться в зал. По телевизору шел какой-то сериал. Бабушка вязала в кресле. Самый младший брат играл. Средний брат гулял с деревенскими. А дедушка с моим мужем ушли в погреб за самогоном. Мы с сестрой мужа, в свою очередь, она живет у деда и бабушки, болтали о своем о женском. Эти отступления к тому, что в остальных комнатах, кроме зала, никого не было. Вдруг малышу понадобилось отойти в самую дальнюю комнату, так как его вещи находились там. Свет горел только в зале. А ребенок твердой детской уверенной походкой направился в темноту.
Есть за ним такое, что он любитель темноты, что, казалось бы, это не свойственно детям обычно. Через пару минут слышим звук упавшего предмета. Не прошло и секунды, как брат пулей полетел к нам в зал. «Там он!» «Кто он?» – задает вопрос бабушка. «Он! Я боюсь, пойдем со мной!» Мало ли что привидится ребенку в темноте. «Включи свет и никого не бойся. Может, дед с Андреем, муж, вернулись?» «Нет, он высокий, и он скинул рамку с фотографией деда, которая стояла на полке». «Нет там никого, пойдем проверим», – сказала бабушка. И правда, по приходу в комнату фото лежало на полу. Но рамка стояла высоко и устойчиво в углу. Единственное, что, конечно же, никто в комнате не был. Подняв и поставив на место фотографию, вернулись в зал. Пришел Андрей и дед. О случившемся сказали, что это простое совпадение и бушующая детская фантазия. И далее день прошел своим чередом. На следующий день дедушке стало плохо с сердцем. Вызвали скорую, и его увезли в больницу. Положили на операцию. Вот и думаем, предупредил этот он нас, или же дети действительно могут видеть то, чего не можем видеть мы, или же это попросту совпадение. В комментариях можете поделиться своими версиями. Буду рада прочесть. Спасибо за внимание. Слушай, смотри и улавливай знаки вокруг. Автор Летяга. Источник сайт страшно.ком. Супругу в отпуск с ребенком в Ярославль отвез. Точнее, она отвезла под моим чутким руководством. Она у меня начинающий водитель. Уговорил машину ее на время отпуска в Ярике оставить, чтоб на даче ездила к тещу. Ну и опыта набралась, сама. А то ее, видите ли, бесит, когда я под руку говорить начинаю об ее ошибках на дороге. Так пускай, думаю, опыта набирается. А вот вчера после работы делать нечего. Киношку в Ютубе набрал, старую советскую «Экипаж» называется. Про самолет, если кто помнит. И вот в конце фильма, когда пилоты уже приземлились, у самолета хвост оторвался. И они там орут: «Тормози! Не тормозится!» И тут мне будто в башку что-то стукнуло. Вспомнил, что жена у меня никогда не обращает внимания. Начинающая водила, что взять-то? На возникающие сигналы на панельке приборов. Будто чек, мало бензина, фонарики забыла выключить и так далее. Хотя и водит неплохо, но есть у нее такой пунктик. Решил ей позвонить, как оказалось, вовремя. Она собралась на дачу с ребенком поехать, только в машину села. Ну, я у нее вежливо и спрашиваю. Ничего, мол, подозрительного не светится на панельке. Она отвечает, что нет, только какая-то надпись «брейк». Не выключенный ручник или мало жидкости в тормозной системе. Я и говорю проверить ручник. Все норм. После прошу нажать на педаль тормоза. Она говорит, что очень легко нажимается. Раньше такого не было. Так удобненько стало. Ну, в общем, наорал я на нее громко. Попросил заглушить машину и ехать на дачу на автобусе. Как оказалось, шланг порвался или стерся. Жидкость тормозная вся и ушла. Постскриптум. Фильмец тему посмотрел и вовремя. И, мужики, контролируйте своих близких и за рулем будьте повнимательнее. Сила слов. Автор Архип. Один раз серьезно повредил ногу. Совершенно по-тупому. Загнал машину на эвакуатор. Задумался и забыл, что она там стоит. И вышел из нее. И улетел вниз, серьезно повредив коленный сустав. Потом приехала мама и привезла мне клюшку. Но не такую клюшку, чтобы я в хоккей пошел играть, а клюшку, на которую при ходьбе опираются. Ну, походил я с этой клюшкой, сустав зажил. Решил вернуть ее маме. Привез ей, а она отказывается ее забирать. Типа места в квартире и так мало. Я и в ответ: «Забери, тебе она больше пригодится». На следующий день она подскальзывается и подворачивает ногу. Теперь она с клюшкой ходит. Причем в своих словах я не нес никакого негатива, не желал маме зла. Просто хотел, чтобы она ту клюшку забрала. Вот не знаю, совпадение это или все же нет. Подборка комментариев под публикациями на сайте fos.ru. Автор подборки Летяга. Зачастую люди стесняются рассказывать свои истории отдельным постом, но охотно делятся ими в комментариях. Я в институте работал сторожем в отделе охраны. Как-то целый месяц дежурил по ночам в новой поликлинике. Ее еще не открыли для посетителей. Со мной дежурили бабульки-вахтеры, которые там и днем находятся.
И вот одна как-то полночи рассказывала про домовых в деревне. Все очень правдоподобно. Много раз спасали от угара или пожара. К ним в деревне очень серьезно относятся. И напоследок рассказала случай, как у одной женщины умер муж, и та осталась с 2 детьми. Она сошла с ума от горя, и на 9-й день пошла с детьми на кладбище, в декабре, и осталась лежать на могиле. Сама замерзла, старшая дочь лишилась ног, а младший 4-летний рассказал, что какой-то огонек прилетел и грел его. Утром хватились родственники, прибежали туда, а малыш сидит на голой земле с растаявшим снегом и совершенно не замерз. Я сначала скептически усмехнулся, а потом сообразил, что я знаю этих брата с сестрой. Она на протезах ходила в школу. Ну, поболтали, чай попили, и пошел на свое место у входа. А новое только что сданное здание, там что-то затрещит, тут плитка упадет. А через пару дежурств пошел вечером проверять все двери. А из подвала какой-то вой. Струхнул аж. Но оставлять так еще страшнее. И нашел пьяного слесаря, которого кореша забыли. Он еще больше перепугался при виде меня с трубой в руке. Ох, у меня в 90-х чудил. Тоже друзья боялись ночевать. Ощущение взгляда в пустой комнате. Звук капель в углу. Подойдешь — нет звука. Только отойдешь и опять кап, кап, кап. Подойдешь — стоишь долго. Опять ничего. Самый трэш для меня был, когда после Нового года разбирала елку, и меня позвала мама с кухни. Я кричу через всю квартиру «Сейчас!» и покрываюсь липким потом, потому что мама год как умерла, а дома никого нет. Оделась и ушла к друзьям ночевать тут же. Когда вернулась, со стеллажей в коридоре были сброшены все книги. Стеллажи открытые, до самого потолка. Книг много. Котейка ленивый и жирный. Никогда в силу своего характера не стал этого делать. Да и физически заколебался б столько книг скинуть. Ну и шкафы хлопали, падали. Посуда падала из них. Электроника вся сгорала дружно друг за другом. Лампы взрывались. А потом я завела мужика, и все прошло само собой. А через полгода мы уехали. Не знаю, как там дела у новых хозяев квартиры. У меня кот умер году в 2010-м. Отнес за дом, похоронил, через пару дней прихожу с работы, открываю входную дверь и слышу топот кошачьих лап на кухню. Как он всегда делал. Любил пожрать без меры. Немного струхнул, потом понял, что нефиг бояться. Кот нас любил же. 2 года назад умерла кошка. На даче ушла и не вернулась. Она была уже старая, 18 лет. И несколько дней было понятно, к чему идет. В тот вечер, когда ушла, я уже спать легла, и было ощущение, что кто-то невидимый запрыгнул на кровать. Полежал, потом ушел. Я так и поняла, что прощаться приходила. Прочитал про капли и тоже вспомнил историю. Несколько лет назад у меня умер друг. Далеко от дома. Мать его ездила на опознание. И в итоге там его кремировали, и домой она привезла прах, который решили захоронить рядом с его дедом. Что, в общем-то, и сделали. Я тогда был в отъезде, на похоронах не присутствовал. Однако, когда родственники раздавали вещи погибшего, мне досталась его игрушка из детства, которую где-то там нашли в коробке, со всякой мелочевкой его. Ну, я ее домой на полку поставил и поминал его периодически, когда взглядом на эту игрушку натыкался. И вот проходит чуть больше месяца, и умирает его бабушка. Ее решают тоже похоронить рядом с дедушкой. Но возникает проблема. Там, где дед лежит, с одной стороны прах внука закопан, а с другой дерево растет, и целую могилу там вырыть не получится. В общем, родственники решили урну с прахом выкопать и перезакопать под деревом, а бабушку на месте внука похоронить. И я уж не знаю, почему они не обратились к тем, кто этим занимается, так скажем, профессионально. Но в итоге попросили об этом меня, мужа сестры этого друга и еще одного парня. Отказать мы не смогли, все-таки горе у людей. И в итоге прах перезахоронили. И вот с этого момента началась дичь. Жил я тогда один совсем, даже животин никакой не было, так как работа была с разъездами связана. Ложусь я как-то ночью спать, глаза закрыл. Настроился и вдруг слышу: кап, кап, кап. Как будто с потолка вода капает. Ну, я встал, свет включил. Осмотрел весь угол в комнате.
Откуда звуки были? Так как печальный опыт затопления соседями уже имел, но ничего не обнаружил. Пожал плечами, свет выключил и лег. Лежу и снова капли слышу. Опять встал, свет включил. Снова в то место пошел, и тут до меня доходит, что капли капают только когда свет выключен, и я в этот угол не смотрю. Поднимаю глаза и натыкаю взглядом на ту самую игрушку. И вот тут-то у меня такой нехороший холодок по спине пробежал. Я быстренько в постель вернулся, но уснуть той ночью еще долго не мог. И такая фигня с каплями дня 3-4 продолжалась. А потом приснился мне сон, будто я дома у себя, и вдруг стук в дверь. Я открываю, а там этот друг стоит. Ну, я без задней мысли его впускаю. Он проходит, садится на диван. Я начинаю суетиться, чай ему предлагаю, что-то спрашиваю. И тут до меня доходит, и я такой, имя друга. Ты же умер. А он сидит, молчит и взгляд с той игрушки не отводит. Короче, проснулся я в поту холодном. Игрушку в этот же день на кладбище отвез и на могиле у него оставил. С тех пор капли прекратились. А если во сне его и видел, то там уже жуткого ничего не было. А еще задолго до этого был другой случай жутковатый. Жил я тогда с теперь уже бывшей девушкой, в квартире ее отца. В квартире была железная дверь, какие еще в 90-х ставили, с обивкой внутри, и было на ней 2 замка. Один открывается только ключом, хоть изнутри, хоть снаружи, а другой по типу щеколды. Открывается-закрывается только изнутри. С наружной стороны даже замочной скважины никакой нет. Если мы были дома, то закрывались всегда как раз на него. Забыть закрыть дверь просто не получится, потому что она тогда сразу же под своим весом распахивалась на полную. И вот как-то утром просыпаюсь я, значит, от того, что мне капец как холодно. Девушка рядом лежит, спит. Я начал пытаться в одеяло закутаться посильнее, ворочаться всяко. В итоге ее этим ворочением разбудил. Лежим мы, значит, такие полусонные, замерзшие, парой фраз обменялись, обнялись, вроде как собрались дальше спать. И тут вдруг за стенкой в ванной просто водяные краны, оба открываются на всю. И вода хлещет вовсю. Мы в шоке, сон как рукой сняло. Я встаю, чтобы пойти в ванну, посмотреть, что случилось. Выхожу в коридор и вижу, что у нас дверь входная нараспашку. Вот тогда мы знатно охренели. Было еще в моей жизни несколько моментов необъяснимых, но эти самые яркие. Мы с мужем в такой квартире жили. 2 взрослых человека боялись ночью в туалет сходить. Постоянно было ощущение, что тебе кто-то в затылок смотрит со злостью. Муж, пока один там жил, чуть не спился, боялся засыпать. Друзья над ним ржали, что мы 2 мнительных придурка. А как-то один из них, друзей, на ночь у нас остался и сидел ночью за компом, пока мы спали. Утром сказал, что не мог в наушниках сидеть. Было ощущение, что кто-то за спиной стоит. Полночи озирался. Уже лет 7 живем в другой квартире, и такой фигни больше нет. Мы тоже с мужем в такой квартире жили, только был не злой взгляд, а ощущение взрослого мужчины и грустного. В углу слышно было, как он в безысходности вздыхает. У холодильника силуэт муж видел. Телек включался на канале СССР. Или как-то так, причем очень громко ночью. Короче, бежали без оглядки, хотя дом был новый, в оживленном крутом районе. У меня тоже домовые шалили постоянно. Я даже пост пилил, скопирую сюда. У меня на старой квартире, где я жил с родителями, был домовой. Большой шутник. Мне, правда, было как-то не до смеха. Особенно, когда я лет 10 дома один вечером оставался. Сидишь, читаешь, никого не трогаешь. Тут дзинь-дзинь-дзинь на кухне. Как будто ложкой по ложке стучат. Идешь на кухню. Нет никаких ложек. Все ложки в ящике. Только выходишь дзинь-дзинь-дзинь из ящика. Открываешь ящик. Ножи, открывашки, ложки. Ну, конечно, что там еще может лежать? Вот только звенят какого-то хрена непонятно. Тараканов нету, мышей тоже. Потом хренак, звук как от стопки тарелок. Иду на кухню. Смотрю в шкаф над мойкой. Стоят тарелки в длинном лотке, наклонены налево. Через полчаса хренак опять. Иду, смотрю, все тарелки в лотке завалены направо. Нажимаю силой на крайнюю тарелку. Тарелки дружно наклоняются в другую сторону. Ну да, звук определенно тот самый. И сами они так сдвинуться не могут.
И вот так не каждый вечер, конечно, но раз в неделю стабильно. Потом много лет вообще ничего не было. Забыл уже про все эти свистопляски. А году в 2008 опять началось. Сидишь дома, вышел из комнаты. Грохот. Заходишь в блок питания, лежавший на столе, валяется на полу посередине комнаты. Проходишь в ванну мимо вешалки. Шапки сверху лежат. Помылся, выходишь, шапки на полу. Зашибись. Потом завел кота. На вторую неделю кот, валявшийся на полу, резко стартанул с места и начал за кем-то гоняться по всей квартире, пока не загнал под шкаф. Полчаса перед шкафом сидел и шипел. Я гляжу, ну ясен пень, там пусто. Потом еще пару раз вещи со своих мест летали. Кот в это время на кухне глаза таращил. А апогей наступил, когда я с котом пошел на балкон покурить. Балкон в другой комнате. А когда вернулся, обнаружил котяной шкаф нараспашку. Нужно уточнять, что за 20 лет до этого он самопроизвольно не открывался. И все, как отрезало. Больше ни шороха, ни звука. Так я не понял, что домовой хотел всем этим сказать. Но походу он свалил от такой жизни в Нарнию. А еще через пару лет я оттуда съехал нахрен. Сменил 3 съемных квартиры. Везде было по-разному. Но такой же не было нигде. Постскриптум. И вот из последнего. Где-то с месяц назад сижу на кухне. За спиной играет блутусная колонка, стоящая на хлебнице на столе. А я ем за другим столом. Включаю лицей «Осень». Последние 2 недели часто слушал. Колонка прилетает мне в спину. Упасть с хлебницы она может только на стол. А тут метр пролетела. Намек понял. Больше эту песню не включаю. Пес, лежавший в ногах, кажется, еще больше моего офигел. Кота нет давно. Снимала в Томске квартиру. Там похожая хрень творилась. В первый же вечер появилось ощущение, что я здесь не одна. Обошла везде. Само собой никого. А ощущение осталось. Взятый из приюта кот часто шипел на пустое место. По классике жанра открылись дверцы. Падали вещи. Но запомнилось самое забавное. Мой домовой терпеть не мог мужчин. Стоило зайти кому-то в гости, как начиналось шоу. Сквозняк по ногам. Входная дверь открыта. Закрываю. Возвращаюсь на кухню пить чай. Через минут 10 снова сквозняк. Снова входная дверь открыта. Закрываю на оба замка. Ситуация повторяется, только теперь дверь нараспашку. И ботинок гостя за порогом валяется. У гостя волосы дымом. А я уже привыкшая. Еще ярко запомнившийся случай, как домовой по хозяйству помочь пытался. Едва загрузила стиральную машинку. Позвонили срочно по работе. Умчалась, про машинку забыла. Вечером приезжаю домой, дверца стиралки открыта. На полу и на бортике ванной белье сушится. Ну хоть так. 3 года прожили с домовым, даже жалко съезжать было. У меня было нечто похожее. В шкафу на полке стоял хрустальный бокал, типа свадебный, высоченный такой, узкий. Его когда-то моя недавно умершая мама разбила, а я склеила. Но пить из него все равно уже было нельзя. Просто для красоты держала. Я тогда очень нехороший период переживала и баловалась всякими опасными веществами. И вот один раз, когда, нанюхавшись вкусного, валялась на диване в полуотрубе, этот стакан из глубины шкафа вылетел и разбился. Абсолютно нереально было, чтобы он сам по такой траектории вылетел. Животных дома не было, вообще никого не было, кроме меня в виде полутрупа. Предполагаю, что это моя мама с того света отвесила подзатыльник, чтобы я в себя пришла. Но я действительно напугалась и баловаться перестала с тех пор. Ой, подумаешь, вещество, просто сжатый воздух нюхала, из баллончиков для чистки клавиатуры. Понимаю, что я была не вполне трезва, это факт, но я абсолютно точно просто лежала на диване, и бокал абсолютно точно упал и разбился без моего физического участия. Придерживаясь позиции, хотела бы навредить, давно бы навредила. Даже писала тут про чертовщину дома. Но вот пропавшие вещи реально бесят. Приезжала домой на лето, постоянно теряла всякие вещи. Например, переходник для зарядки. Дома-то оно не критично, запасных всегда хватает. Но утаскивать их из дома не хотела. В итоге бегала и искала, спрашивая у всех, кто утащил зарядку. Устала, пришла в комнату, открыла рюкзак, засунула руку. Первое, что попалось под руку – переходник.
Естественно, до этого в рюкзаке искала. И не раз. Забавно, но как нашла переходник, мне мама прокричала из комнаты, что у них велосипед сам поехал. Детский трехколесный. Парень предположил, что домовой психанул, и ничего без меня найти не могут. Хрясь по велосипеду. Случай был на съемной квартире. Переехали в двушку, совмещенным с кухней и залом. Через пару дней разбора вещей и уборок появилась лужа по центру зала. Сначала не придали значения. Может быть, цветы протекли. Хотя подоконник в 1,5 метра от лужи. Решил, что ручеек сам высох, и лужа скопилась в углублении, типа пол неровный. Все протер, цветы проверил. Подоконник оказался сухим и земля в меру влажной. Через пару дней лужа опять появилась. Поговорил с женой. Она тоже удивилась, потому что ничего не поливала. И уж тем более не разливала на этом месте. Опять убрал. И что вы думаете? Эта лужа появлялась еще раза 3. За это время я уже успел проверить все батареи, краны и чайники с кастрюлями, которые могли дать течь. Напомню, кухня с залом совмещены. Я даже эксперименты ставил, проливал воду и смотрел, будет ли она скатываться в это место, где обычно была лужа. Ничего. Потом не помню, где вычитал или рассказал кто, но мы как-то раз пришли домой и в очередной раз, увидев лужу, встали рядом с ней и стали разговаривать с домовым. Что-то типа «Здравствуйте, домовой. Мы новые жильцы, снимаем эту квартиру. Будем вести себя хорошо». И все в этом духе. Потом положили несколько конфеток, распакованных на стол, и сказали, чтоб угощался. А еще перестали выбрасывать на ночь мусор. Типа тоже какое-то поверье, связанное с домовым. Поверить сложно, но после этой процедуры все прекратилось. Больше ни разу этой лужи в доме не было. Когда снимали раньше квартиры, постоянно какие-то скрипы, звуки непонятные. В одной даже чувство постоянно было, будто кто-то сзади стоит. Часто оборачивалась. Ну, думая, все, кукуха едет. Месяц в той квартире прожили, а потом съехали в другую. И нет больше никакого чувства. Рассказала парню, думала, смеяться надо мной будет. А он говорит, мол, тоже такое чувство было. Но рассказывать стрёмно было. В другой квартире долго жили. Все старое. Постоянно трески, звуки непонятные. И вот переехали недавно в новострой. И ничего. Если и есть какие-то звуки, то сразу понятно, что холодильник или сосед сверху. Нет больше никакого неприятного чувства. И все хорошо. Терпеть не могу старючие квартиры. Похоже, действительно какая-то энергетика от людей за многие годы остается. Не понимаю американцев, которые живут в красивых новых домах, но их это не устраивает. И они переезжают в старючую избу, в которой каждая досточка скрипит, и непонятно кто и сколько тут жил, и кто кого зарубил. А может, кто-то скончался от туберкулеза прямо на той раритетной кровати, на которой они спят. Насчет новых и старых съемных квартир я считаю, что тут уж как повезет. У нас каждая съемная издавала звуки. И ладно бы это были только холодильники. Хотя они тоже иногда орут так страшно, как будто готовятся к вылету в космос. Даже относительно новые квартиры скрипят и щелкают. Я не знаю, почему так. Предыдущая издавала непонятные звуки в зале. Мы с мужем могли услышать их при внезапной бессоннице. Не знаю, как мужу, но мне было как будто бы и не страшно. Хоть меня и должны любить домовые, потому что я очень домовитая, но все равно стараюсь их не злить. Самое страшное для меня в настоящее время – это тонкие стены нынешнего дома, когда ты лежишь и слышишь, как 2 часа без остановки кричит чей-то грудной ребенок, или как сосед храпит. А вообще читаю много историй в иностранной группе на Фейсбуке и понимаю, что у всех в принципе везде одно и то же. В основном, конечно, люди хотят выдать желаемое за действительное, ищут на фотографиях то, чего нет, но иногда попадаются действительно жуткие истории. Было мне и другу моему заодно лет по 12. Жил он на тот момент с родителями в старом сталинском доме. Дом, кстати, богатый был на события в те времена. Квартиры выдавали выдающимся архитекторам и профессорам. Ходили слухи, что перестреляли много народу, чуть ли не в подвале дома. Так вот, родители друга уехали на дачу. Мы, естественно, решили затусить. Ну, то есть как затусить? Играли в игру всю ночь, с чипсами, даже без пива. Ночью часа в 2 я пошел на кухню за бутербродами и колой. Взять их из холодильника, сходил, взял, возвращаюсь в комнату.
и понимаю, что забыл колу на кухне. Поставил тарелку с бутерами на стол в комнате. Возвращаюсь на кухню, и тут я офигел. 3 стула прямо посреди кухни стоят спинками друг к другу. Я, естественно, малость охренел. Ну, не совсем малость, конечно. Показал сей арт-объект другу. Тот даже глазом не моргнул. Сказал, что все нормально, домовой развлекается. Кроме нас дома был еще дед. Но навряд ли он успел бы все так выставить и укатить в закат незамеченным. Умерла у нас как-то родственница. Похоронили. Я с ней не была особо близка. Но так сложилось, что похоронами занималась именно я. И вот мы с моим отцом после поминок едем обратно и решаем, что на 9 дней не поедем. И буквально через пару дней снится сон, в котором я слышу, как умершая родственница ругается на наш. И что вздумали не ходить. Быстро собрались и пошли. Я к папе позвонила и рассказала. Пришлось идти. А другие родственники попросились пожить в ее квартире, пока она временно пустая стояла. Молодая пара. Парень так вообще не знал, у кого они в квартире живут. Квартира маленькая однушка. И вот со слов парня. Лежит днем на диванчике, дремлет. Вдруг слышит, дверь входная открылась. Он думал, что подруга пришла. Сквозь сон глаза приоткрыл и офигел. Тетка какая-то. Зашла так по-хозяйски, осмотрелась и спрашивает его. «Ты чё тут разлегся? Кто такой?» Парень дара речи лишился. Лежит, мычит. А тетка давай по шкафам проверять. А у нее еще при жизни всегда ее портрет стоял на телеке. Во время похорон ему траурную ленточку приделали, а потом убрали в шкаф. И вот она по шкафам посмотрела и говорит парню: «Портрет мой поставь на место». И тут дверь опять хлопнула. Парень окончательно проснулся. Пришла его подруга. Она приходилась с внучатой племянницей той умершей родственницы. А тут сидит на кровати, бледный, трясется аж. Рассказывает ей историю. Та достает портрет из шкафа. И у парня вообще челюсть отвисла. Это та самая тетка. Съехали они быстро после этого случая. Не смогли там жить. Если б не съехали, не проверила бы, честное слово. Потому что здесь они жили бесплатно. А съехали на съемную за деньги. Надо хату убрать. Домовые страсть, как бардак, в особенно немытую посуду не любят. И завести блюдечко, на котором оставлять на ночь угощения, сладости и молоко. Утром выкидывать, если осталось. А вообще, когда все гремит и падает, это домовой нечистую силу гоняет. А у меня был случай, когда я пошел в гости к знакомому на вечерние посиделки, то услышал их домового. Произошло это так. Не знаю, дома ли они или идут из магазина, я забежал на этаж и постучался. Молчок. Потом 2 раз. И приложил ухо. Мало ли, может, дома, но заняты или не услышали. И когда я подставил ухо, то мне кто-то, сами знаете кто, ответил ровно таким же стуком, как и я по двери. Но вы спросите, откуда такая уверенность? А я отвечу, что в квартире никого не было. И стук был по перегородке, комнаты и кухни. То есть это точно не соседи. И звук отчетливо был из квартиры. Жиза. То документы пропадали, а потом появлялись на том же месте. То чашка падала на пол из закрытого шкафа. То вещи пропадали. Появлялись спустя время. То звуки, то еще что-то. Решили эту проблему по-простому. Разложили по углам конфеты. Уже полгода все спокойно. Верить в такое или нет, не знаю. Но для профилактики оно того стоило.